Здравствуйте, дорогие друзья! Рад представить вам первую игровую подборку в новом 2018 году. В нее попали самые крутые игрушки конца прошедшего года, которые по каким-то причинам не были мной освещены, и, конечно же, самый горячий свежак. Освобождайте место на своих, как говорит наш президент, гаджетах и устраивайтесь поудобнее. У нас всегда есть во что поиграть. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Релиз World of Warships на мобильные платформы ждали действительно многие. И наконец-то небезызвестная студия с белорусскими корнями Wargaming таки выкатила свое детище. Признаться, ожидания не прошли даром. Проект получился высочайшего уровня, разумеется, в рамках чуточку урезанной Blitz. На данный момент доступен случайный или командный онлайн, сражение с игроками против ботов и историческая кампания с реально существовавшими битвами. Правда, чтобы открыть этот режим, нужно позадротствовать, если не ошибаюсь, до 12 уровня. Также разработчики анонсировали ранговые бои. На данный момент в игре представлены бои в формате 7 на 7 с прокачиваемыми кораблями 4 классов 5 наций. Я, признаться, думал, что Warships не получит и половину популярности танков. Банально из-за того, что настольная игра была чрезмерно вальяжной и продолжительной по времени, что не подходит под мобильный формат. Но разработчики предвидели этот момент и сделали компактные карты со скоротечными боями. Графика, модель поведения кораблей и снарядов, физика, музыка и прочие аспекты на высоте. World of Warships Blitz — это однозначно лучший представитель своего жанра. Говорить больше нечего, нужно играть. Если кто пропустил нашу подборку лучших игр за 2017 год, то я не могу позволить вам дать пройти мимо лучшей, по моему мнению, альтернативной PUBG в App Store Google Play — Rules of Survival. Пока разработчики PUBG борются с багами на пекарне и лишь катают беты своего проекта в Google Play для определенных регионов, создатели Rules of Survival бьют все рекорды по скачиваниям. Аудитория обозреваемого настолько велика, что мне ни разу не приходилось ждать больше 5 секунд, чтобы набралось 120 реальных игроков. С каждым апдейтом улучшается баланс, добавляются новые фишки, а сам список обновления можно читать как сказку на ночь. Шикарная графика, приемлемая физика, куча оружия, малое количество багов и куча игроков, пытающихся выжить на красочном острове. Единственный недочет игрушки — одна карта. Вся местность уже изучена вдоль и поперек и хочется чего-то нового. Я, признаться, недавно удалил Rules of Survival с iPhone, ибо понял, что она слишком много отнимает времени, уж настолько хороша. Для разогрева в жанре крутых квестов подкину вам The House of Da Vinci, являющийся великолепным клоном серии The Room. Причем это клон в положительном смысле, ведь нельзя плохо отзываться о похожей игре со своими оригинальными сюжетом и заданиями. По замыслу мы будем играть за ученика Леонардо да Винчи, который почему-то пропал. Придется с удовольствием пройтись по мастерским деятеля эпохи Возрождения, прикоснуться к его работам, изучить каждое помещение вплоть до сантиметра и разгадать кучу сложных и не очень трехмерных загадок. Механика игры полностью идентична The Room. Действия разворачиваются вокруг ключевых предметов, вокруг которых будет происходить вращение, увеличение, просмотры через различные виды линз и так далее. Как всегда, разгадка будет таиться в мелочах. Все крутится, вертится, поворачивается. Приятный интерактив. Немного не дотягивает графика и расстроила отсутствие оптимизации под iPhone 10. В остальном все good, и отдать кровное за качественную историю с загадками не жалко. Что может быть лучше квеста The Room? Конечно же, новая часть этой серии. Да, наконец-то ребята из Fireproof Games выдавили из себя свежую порцию годноты. Правда, пока эксклюзивно под iOS. Релиз под Android выкатят несколько позже. А то, как всегда, все скачайте с 4 PDA на халяву, а вот богачи с iPhone и iPad могут внести посильный вклад в копилку разработчиков. Серия The Room до сих пор напоминает спортсмена, который живет по правилу быстрее, выше, сильнее, от части к части не теряя марку.
На этот раз скачка в графике не произошло, но подача сценария однозначно стала лучше и целостнее, и благодаря воссозданной атмосфере не хочется покидать проект. По части головоломок были отброшены гиперпростецкие задачки, которые нужны лишь для того, чтобы бессмысленно показать интерактив. Такое сейчас частенько наблюдается при прохождении The House of Da Vinci. The Room – одна из немногих игр, которые я всегда прохожу до конца. Жаль, что только финиш находится не так далеко, как хотелось бы. И да, есть полная русская локализация всего и вся. В первых частях разработчики таким не баловали. Звание выбора редакции будет за Old Sins однозначно. Дорогущий Animus, являющийся логическим продолжением к Air Blood Memory, понравился любителям не бестолковых файтингов. Здесь не прокатит бессмысленное нажатие на все кнопки, ну разве что с рядовым зверинцем. А вот у боссов надо будет выискивать слабые места, разрабатывать тактику и в нужный момент наваливать эффектные комбо. Сюжетка в игрушке чрезмерно простенькая и подается через текстовую затравку. Проект линеен до безобразия. Графика приятна глазу, только вот локации чрезмерно пустоваты. Складывается ощущение, что ходишь по неинтерактивному туннелю. Понравилась хардкорность, динамика, боссы, боевка и спецэффекты. К описанным выше минусам хочу добавить отсутствие русской озвучки. Приходится читать текст, слабую ролевую составляющую, система прокачки и крафтинга откровенно слаба и встроенные покупки. Мало того, что игра не дешевая, так еще намекают, что неплохо было бы потратиться еще пару, а может быть и не пару раз. Animus до идеальной мобильной RPG не дотягивает, особенно за эти деньги. Но в целом проект годный и за неимением конкурентоспособных проектов получается вполне играбельно. Безусловно, лучшим Counter-Strike аналогом на мобильных платформах считается Critical Ops, но вот как по мне, ему не хватает динамики. Это я понял только лишь тогда, когда попробовал свежую игрушку Forward Assault. Вроде бы все то же самое, но вот в разы выше скорость протекания игры, что на мобильной платформе просто бесценно. Конечно, у проекта много типовых болячек, вроде недоработок в физике, багах на уровне, малом количестве контента и неотточенном балансе, особенно во внутриигровых покупках, но при должном подходе совсем скоро эта игра обретет внушительную аудиторию. Так что любителям тактических FPS, сколько пафоса в этих словах, надо быть ближе к народу. КС-клонов посвящается. Конечно, не такой портал мы ждали, но, признаться, головоломка во вселенной любимого FPS проекта от Valve получилась вполне себе. Тема конструкторов мостов для мобильных платформ, конечно, избита, но из свежего ничего не выходило, а тут и имя знаковое, и геймплей годный. Работать будем в лаборатории, восстанавливая путь машинкам с предприятия. После лайтового собеседования, на котором вас несколько раз отправят в безработный ад, начнем заводить конструкции. Занятие увлекательное, развивает логику, инженерные способности и плоский юмор. Всего доступно 60 локаций. Задачка увлекательная, и по мере прохождения кампании разбавляются новыми элементами вроде порталов, ускорителей, панелей, кубов и прочих штук, которые позволяют приходить к решению разными способами. Бесит одно, и это не цена, невозможность пропускать вступительное интро от робота-инструктора. Ну раздражает меня эта шляпа, аж не могу. Хоть одна попалась игра новогодней тематики. Ну, как сказать новогодней. По крайней мере, Петарда здесь главный герой. В этом здоровском платформере необходимо на протяжении нескольких локаций с довольно большим количеством уровней вовремя добегать до воды, иначе фитиль догорит. И давай до свидания. Для придания пущего уровня сложности лучше делать это за минимальное время, отправляя 3 звезды в коллекцию. Попутно необходимо жать различные кнопки, убирая препятствия и открывая платформы. Количество попыток ограничено. Дальше извольте или обождать, пока восстановятся жизни, или посмотреть рекламный ролик. Особо нетерпеливые могут приобрести бесконечное количество петард. Игрушка классная и с философским контекстом. Жизнь коротка, тем более жизнь петарды, и не стоит носить розовые очки. В этой довольно симпатичной головоломке необходимо соединять источники энергии с лампочками. Поначалу этот процесс происходит играюще просто, но в дальнейшем сеть разрастается до неприличных размеров, и уже тогда нужно искать зацепки. В итоге получается какая-нибудь прикольная вариация. На развитие логики игрушка самое то. Проект бесплатен, но есть реклама, которая не отображается при выключенном интернет-соединении. Единственное, чего не хватает, возможности быстрого перехода на нужный уровень. Приходится поочередно переключать каждую локацию. Фоновая музыка не сказать, что приятная, но главное, что не напрягающая. Дело вкуса, но сама игрушка понравилась. И под конец немножечко фана в лице симулятора Эмилия Кларк. На уровне в форме ксилофона в вертикальной плоскости необходимо смайликом собирать звездочки, избегая столкновения с другими движущимися эмоджи. Только вот управление нужно осуществлять
вы не поверите. Бровями. Эмоция удивления позволяет поднять смайл на одну ступеньку выше, презрение ниже. Забавнее всего показать кому-нибудь эту игру и попросить, чтобы он догадался, как управлять смайлом. Бесконечные тапы и свайпы ни к чему не приведут. Чуточку издевательств и удивлению в совокупности с радостью товарища можно будет только позавидовать. Получилась прикольная, уникальная и веселая, хоть и одноразовая игра. И да, много не играйте, а то потом брови болеть будут очень сильно. И это я на полном серьезе. Буду надеяться, что вы хоть что-нибудь доскачали из этой подборки, а лучшими словами благодарности станет большой палец под видео и репост ролика друзьям. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале Протек, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока.